Всем привет, вы на канале Польза.нет, и, как говорится, все ради контента. Это IP54, так делать с IP54 нельзя, но здесь у нас есть заглушка, и мы сейчас с вами Redmi Note 13 будем пытаться немного копить. Насколько это будет эффективно, я вам расскажу в ролике. Если он прикажет долго жить, я об этом тоже расскажу в ролике. Как он снимает под водой, хотя не должен, я вам расскажу в ролике. Но здесь, в принципе, такая же история, как и у Redmi Note 13 Pro Plus. Пусть даже у 13 Pro Plus теперь есть IP69, защита от влаги официальная, но у него она, пусть даже официальная, но, к сожалению, эта штука вам не будет заменена Xiaomi, если вы ее утопите. То же самое касается, разумеется, IP54 от Redmi Note 13, но в чехле, видите, с заглушкой. Опять же, здесь у нас мини-джек открыт. Если помрет, я вам расскажу. Всем привет! Вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня. И здесь только подробные обзоры и долгие стримы. Сегодня я расскажу вам о смартфоне под названием Xiaomi Redmi Note 13. Для вас его топил. И из интересного, он не погиб. Это хорошо, это раз. Два, из интересного, у него здесь есть вот такая вот штуковина специальная, которая будет вас бесить для зарядки. Давно они этого дела не делали. Это заглушка для Type-C-шника. Что интересного можно рассказать про этот смартфон? Первое, это бюджетник. То есть вы можете погуглить, я это 10 тысяч раз за ролик повторю, его ценник в Китае в долларовом эквиваленте, и поймете, что бюджетник очень хорош за свои деньги. Почему? Потому что он выбивает почти 4,5 тысяч баллов в Antutu. У него экран 395 ppi, почти идеальный, 400 ppi, сканер отпечатков пальцев в кнопке, притом работает он прям волшебно. Если говорить про, допустим, его особенности из разряда датчика приближения, я его не знаю, как не мучил, но он работает тоже нормально. Если говорить о его камерах, они максимально экономные. Если вам камера не нужна, 1080p 30 fps на одну и на вторую камеру, это про видео. Если говорить о его возможностях игровых, в PUBG 90 fps он не держит, с одной стороны, с другой стороны, можно спокойно в него играть. Даже когда он сбрасывает через полчаса яркость после сильных нагрузок, он не греется, раз, и два, он яркость сбрасывает до 400 нит. К слову, яркость этого смартфона выше, чем яркость у Poco F5 Pro. То есть здесь 815 люксов аж. Экран реально хорош для этих денег. 33 ватта зарядка в комплекте. В комплекте также идет силиконовый чехол. Помимо этого можете еще запихивать карту памяти, можете использовать мини-джек. И в целом это смартфон с его IP54, который ни в коем случае нельзя топить, стоит своих денег однозначно. Это будет когда-нибудь глобалка. Сейчас вы смотрите в 99% случаев, разумеется, никто не планирует его брать, хотя мультиязык уже есть. Но здесь достаточное количество минусов. Как всегда в любом бюджетнике, о них вы узнаете в ролике. Смотрим! Распаковка. Поставляется данный смартфон в белой упаковке с названием модели и краткими характеристиками. К слову, как и Redmi Note 13 Pro Plus, обзор на который уже на канале, и на 13 Pro тоже будет. Пакинг обыкновенный. В комплекте мы имеем ключ для извлечения гибридного слота под 2 нано-сим-карты или одну нано-сим-карту и карту памяти. Далее есть краткое руководство, силиконовый чехол, сам смартфон, блок питания на 33 ватта с китайской вилкой, кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Вес смартфона составляет 174 грамма, а габариты 161 на 75 на 8 мм. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 7 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там море всего полезного. Кто на этот канал подпишется, еще и комментарий оставит. Заранее огромное спасибо. Перейдем же к смартфону. В продаже имеется черная, белая и голубая расцветка данной модели. Грани прямые, тыльная часть выполнена из пластика, как и рамка. Дизайн устройства привлекательный, сборка хорошая. Ко всему, смартфон имеет защиту стандарта IP54. Вы видели в начале, что с ним произошло. Он не погиб. В руке смартфон лежит комфортно, пользоваться им одной рукой в целом удобно, но не всегда. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны, основной динамик и разговорный. К сожалению, к нашему в данной модели нет даже псевдостерео. Звучание здесь обыкновенное моно.
Bluetooth кодеков на борту достаточно, установлен Bluetooth чип версии 5.3, ИК-порт в наличии, как и мини-джек на 3,5 мм. Вибромотор неплохой и настраиваемый. Летим дальше. Смартфон оснащен OLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Экран прямой, покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5 серии, подбородка практически нет, рамки минимальные. Плотность пикселей 395 ppi, идеальный средняк 400 ppi, напоминаю, яркость до 1000 нит, максимальная яркость без включения функции автояркости 800 люксов. При прямом попадании света на экран яркости достаточно, но запаса яркости нет. Автоматический режим подбора яркости работает хорошо, частота обновления экрана максимум 120 Гц, а частота дискретизации мгновенного касания 2160 Гц. Но тест выдал плохой результат, по мне опять же. Мультитач на борту, экран спокойнейшим образом откликается на 10 касаний одновременно, в отличие от всех новых айфонов, у которых залочены под 5 касаний. Always On Display только 10-секундный и вряд ли будет что-то другое, как и в Redmi 13 Pro Plus, к слову. Имеется PWM затемнение на 1920 Гц, шим выше 15% не поднимается, что является великолепным результатом, но не идеальным. Если вы прям очень чувствительны, то даже это дело может быть вам неприятно. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, распознавания лиц и, разумеется, стандартными способами. Сканер отпечатков работает неплохо, можно завести до 5 отпечатков. Распознавание лиц срабатывает быстро даже под углом. Минус за то, что можно занести один и тот же отпечаток несколько раз. Биометрические данные можно завести до 2 лиц. Летим дальше. Процессор здесь MediaTek Dimensity 6080 с техпроцессом 6 нанометров, 8 ядрами и максимальной частотой 2,4 ГГц. Графический процессор Mali G57MP2, интерфейс MIUI 14 на базе Android 13 версии, постоянно обновы прилетают, мне аж 2 прилетало. У меня смартфон в китайской версии, русского языка нет, но мультипрошивка уже доступна для покупки. Хотите, покупайте сразу с русским языком. Никаких проблем нет. Система работает с микрофризами, что неудивительно, но сильных подвисаний я не встречал. Оперативная память LPDDR4X на выбор 6, 8 или 12 гигабайт, внутренняя память UFS 2.2 и на выбор 128 или 256 гигабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, поддержка 5G сетей, 4G сетей и ниже. Для 4G бенды 7 и 20 отсутствуют. Связь со смартфоном в больших городах ловит он хорошо, звучание во время разговора отличное. Датчик приближения здесь работает нормально у меня, как и в Redmi 13 Pro Plus, хотя в интернете уже были обзоры на данные смартфоны, и у них эти датчики барахлили. Запись разговора в стоке есть и без уведомления о начале записи. NFC модуля нет, за что минус. Наверное, в глобалке будет процентов так 99. GPS-тест в городских условиях показывает точность до 1 метра. И сразу отвечу на все комментарии заранее. Я не устал говорить, что этот 1 метр у Dimensity намного хуже, чем точность 3 метра у смартфонов на процессоре от Qualcomm. Заряжается он от 0 до сотки от родного адаптера питания на 33 Вт в среднем за 1 час 12 минут. Беспроводной зарядки нет. За 1 час просмотра видео на YouTube на максимальной яркости по Wi-Fi у меня в среднем уходит 5% заряда. За час игры с одновременным стримингом на Твиче уходит 21-22% заряда. 90 FPS New State он не держит. Но в Твиче 720p стримить более чем возможно. Никаких фризов лютых не было. Можете посмотреть на лайв-канале, повторяюсь, тесты. Яркость смартфон, кстати, сбрасывал в 2 раза от основной яркости, но играть даже с такой яркостью возможно, потому что яркость у него, как у Poco F5 Pro, даже больше. 815 люксов в стоке, это прям вау. MHL подключение смартфон не поддерживает. Перейдем же к тестам. Тест я проводил на 100 потоках при 30 минутах. Смартфон выдал 216 гипсов максимально, 210 гипсов в среднем и 188 гипсов минимально. Результат неплохой, во всяком случае сильного тротлинга нет. В Geekbench 6 в синглкоре 657, в мультикоре 1806, в 3D Mark в слингшоте 3704, Slingshot Extreme 2723, Wildlife Stress Test 1334, Wildlife 1332, Wildlife Extreme 371, а один из тестов он пройти просто не смог. Может быть какая-то несовместимость, а может быть и реально слабенький, но в Antutu он выдал результат не самый плохой в 437 тысяч попугаев, потратив на тест 5% заряда. Storage тест показал 44 тысячи. Далее, основной блок камер с тыльной части состоит из 2 сенсоров и LED-вспышки. Основной сенсор Samsung S5KHM3 с апертурой 1.7 и дополнительный сенсор на 2 мегапикселя. Запись видео доступна с основного модуля в максимальном разрешении 1080p 30 fps, цифровая стабилизация на борту. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана, максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 fps, короткие примеры вы сейчас увидите, длинные на лайве и, повторяюсь, исходники все у меня в телеграм-канале личном по ссылке в описании. 1080p 30 fps и, как говорится, будем милашностью выбивать лайки.
Yes. You okay? Вот только хотел сказать, что это не ультрабюджетник, потому что здесь не капля, а вырез под фронталку. Но 1080p 30 fps это, конечно, что-то с чем-то максимум. Ну ладно, снимает без тормозов зато. Фронталка 1080p 30 fps. Ночь. Вот так сможете снимать себя. Как, в принципе, и на флагман от Xiaomi. Такие же фронталки, плюс-минус. 1080p 30 fps, съемка в движении. Такого делать, разумеется, не надо. Почему? Потому что, по большому счету, вряд ли вы в таком сценарии использования будете использовать телефон. С одной стороны. С другой стороны, вреда от этого тоже никакого. Почему? Потому что вы будете видеть примерно, как ночью в движении может снимать данный смартфон. Идеальную съемку не назвать, но в то же время что-то видно. Я думаю, вы с этим согласны, это вы сами наблюдаете. Несмотря на то, что здесь есть источников освещения моря. К слову, вопрос, как отрабатывают микрофоны, но это больше к вам, а не ко мне, потому что я этого пока не слышу. Я вижу более-менее только картинку, перекошенную чуть-чуть, и все. Ну, еще немного картинки в 1080p 30 fps. Съемка в движении. Максимально близко от источника звука. То есть я прям говорю в микрофон. Надеюсь, что меня здесь не снимут, не снимут в плане, не собьют. Потому что недавно, буквально день назад, товарища таксист сбил. Хотя он не нарушал, ехал в шлеме, но в итоге сломанная нога. Так что будем максимально внимательны на дороге. И, разумеется, так как я, никогда не снимаем. Ну, только если совсем крайний случай, вы тестируете смартфоны. 4К 30 fps, съемка с одной руки. И вот так сможете снимать в движении, либо при остановке. Честно, камера безумно скромная, еще и подтормаживает 1080p 30 fps. Мне кажется, это из-за проца что-нибудь допилит будет лучше. Но в руке лежит нереально кайфово. Прямые грани — это вообще вещь. И в отличие от планшета Redmi, который SE-шный, здесь хотя бы мини-джек нормально запихали сюда. Дырочка аккуратная, не то что прошлый. Планшетик был печаль. Здесь все хорошо. По съемке, ну, по мне, неплохо все. Если, допустим, ближние объекты. Понятно, что разрешение минимальное. Но кому не нужна камера. Хотя ценник, конечно, конский просто в рублевом эквиваленте. Я не знаю, как им сделать так, чтобы это продавалось. Хотя работает все шустро, смотрите. Ну что же, основная камера. Рассеянный свет. Скоро уже будет либо дождь, либо темно. Но солнце еще вот там. И вы еще имеете возможность наблюдать, как все-таки снимает смартфон на основную камеру. Те считают, что другой здесь и нету. Но есть еще фронтальная, ладно. Так, в принципе, локацию мучить не стоит. Почему? Потому что я сделал здесь обзор одним кадром. На лайв-канале можете посмотреть. Если на бюджетное устройство делать подобные обзоры, потому что вы сами понимаете, что такое выложить на YouTube 1080p 30 fps. Пишите в комментах под этим роликом. Ну и, разумеется, в первую очередь под роликом с обзором в одним кадром, чтобы я понимал, что даже на такое вам подобное интересно. Здесь сложно сказать, что есть ли смысл в таких устройствах, потому что камеру здесь постольку-поскольку приобретают с одной стороны, с другой стороны многие люди пишут: ну вот какой мне бюджетник с хорошей камерой найти. А большинство бюджетников как раз они снимают в 1080p 30 fps. И да, они снимают по-разному. И немного фронталки на улице, она плюс-минус так же снимает, как и в принципе основная камера. Я не знаю, вам оценивать. По мне не все так плохо, но и в принципе достаточно. Не для фотографов и не для видеографов, для дома. Почему нет? Просто на телевизоре, конечно, это дело смотреть будет не особо приятно. Притом я хочу отметить оптимизацию. То есть, когда я сфотографирую в 108 мегапикселей, на 108 мегапикселей в режиме
А смартфон очень быстро фотографирует. И это снова фронталка. К слову, зуму фото цифровой максимально бесполезный X10, а зуму видео цифровой максимальный X6. Ну, насчет того, полезно он или нет, вы сами видите. Вот так. Так, надеюсь, за музыку не успеют забанить, пока они начинают танцевать. Раз, два, три, четыре, пять. Буду вам мешать. И вот так сможете снимать сверху всякие концерты. Даже в 1080p 30 FPS. Минусы. Нет NFC, нет 7-20 бенда, урезанный AOD, монозвук, нет сверхширокоугольного сенсора и какой-то космический ценник в рублевом эквиваленте. Хотя, как правильно народ говорит, скорее всего в глобале будет такой же. Если посмотреть на долларовый эквивалент, за какие деньги его продают в Китае, хочется всплакнуть, потому что ценник и правда очень приятный, но не у нас. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании или в прикрепленном комментарии, где выберете. Всем, кто поставит лайк этому ролику, еще и колокольчик, и еще и комментарий оставит, огромное спасибо. Знаете, вы помогаете проекту от души. И насколько хорош этот смарт за свои деньги. Еще раз повторяюсь, в Китае это просто волшебный вариант. Волшебный. Да, у него нет стерео, у него нет бендов. Для нас стерео нет для всех. NFC нет. Нужно четко понимать, что у людей больше денег не становится. В долларовых эквиваленте девайсы все эти торгуются. Как мне многие пишут, меня не интересует цена в долларах, меня интересует цена в рублях. Ну хорошо, значит вы абсолютно не понимаете, во что вы одеты, где покупается эта ткань, где покупается пластик, где покупается вся электроника, и что все это продается за доллары. И опять же, даже если это не продается за доллары, я напоминаю вам, что производитель производит что-то, и у него есть вариант продать за доллары или за рубли, за что выгодно, начиная от ресурсов и заканчивая электроникой или чем угодно. Девайс имеет право на жизнь. Это новый этап в развитии бюджетников. Это реально очень хороший бюджетник, потому что здесь никакой капли нет. Пользоваться им нереально удобно. Нет этого подбородка убогого. Вау, молодцы. Еще бы добавили стерео, вообще бы цены ему не было, но тогда бы я не мог бы говорить, что он в 2 раза дешевле и лучше, чем Honor 90, да? Который вообще, я не знаю, откуда они цены берут, из потолка просто. Девайс отличный, спеки великолепные, цена безумная в рублевом эквиваленте, в долларовом волшебная. От меня девайсу как таковому, да, для покупки на Али сегодня однозначно и нет. Всем, кто подписался, огромное спасибо. Ставьте лайк. На канале ежедневные обзоры. На лайв-канале часто еще обзоры с тестами. На Твиче у меня стримы. У кого есть какие вопросы, напоминаю, телеграм-канал взаимопомощи 15 тысяч человек. Телеграм-канал скидок, нас уже там 97 тысяч человек. Я тоже размещаю скидки практически каждый день. Телеграм-канал мой личный, где я общаюсь с вами, показываю, как кружки записываются и рассказываю какие-то новости из мира техники. Хотя я из тех людей, что на заборах считают, очень много пишут, и лучше железку в руке подержать один раз и потом рассказать, чем копипастить новости, которые очень часто очень-очень оторваны от реальности. Добра и удачи вам, дорогие друзья!